Смотрите, какая красота. И вообще в молоке. Я даже не понимаю, куда ехать. Бахали себе дворец. А вот положить нормально плитку они не смогли. Королевские привилегии. Кого-то на золотом Мерседесе С-класса везут из казино. Зачем на пешеходной улице тротуары? Выглянуло солнышко и просто шикарная погода. Летим в Сочи кататься на лыжах первый раз в этом сезоне. Да, Лен? Ага, Что будем делать? на лыжах кататься. В терминале Б в бизнес-зале есть очень крутая такие креслицы. Вот на них можно так вот сидеть и смотреть с видом на перрон, на самолеты. Прилетели в Сочи. Сейчас будем брать машину и ехать на Роза Хутор. Жик. Да мы не поедем, все, спасибо, дайте. Мы не поедем, честно. Нет. Забавно, какое количество подходит с нелегальных таксистов прямо, и те пытаются настойчиво рекламировать свои услуги. И минивенчик до Розы Хутор стоит 2300 рублей. У некоторых таксистов есть лайфхак. Нажать, что он уже приехал, когда он еще не приехал. И чтобы поездка начала считаться. Так он думает, что выиграет, там, не знаю, себе 50 рублей лишние. А на самом деле он получит единичку и проблемы службы поддержки сервиса. Самый простой способ купить себе проблемы за 50 рублей. Как сезон в этом году? Так, идет плавно. Ажиотажа как такого нету. Ну, праздники уже все работа уехали. есть. Все И праздники. праздников праздники мало было? Мало было. С прошлыми годами, если то мало. Так, а цены как? Цены дело в том, что на празднике скипас 3 с чем-то стоил, сейчас, по-моему, он меньше стоит. Потому что раньше там такие цены были, что Ну, на праздник они подняли. дешевле в Европу поехать покататься. Вот все это и дает о себе знать. Вставляй. Ты проиграл. Так, нам дали все-таки номер с одной кроватью. Нет, мы сейчас будем брать дополнительную кровать. Нет. Давай посмотрим, что у нас за вид. У нас вид на площадь. Ну, не на площадь, на реку. Ух ты, какой красивый. Класс. Супер. Можно я примерю? Ты думаешь, меня не налезет? Конечно, он розовый. Неправильно. Нормально. Лоб должен быть готов. Да. Все, едем кататься. Впервые в этом году открываем сезон 2019 в Сочи. Взяли в прокат лыжи, купили скипасы. Скипас на 2 дня, один взрослый, один детский, стоит 8200 рублей. Недешево. Недешево, а впереди у нас красота. Смотрите, какая красота. Низкая облачность, снежок. Наверху, говорят, вообще ничего не видно. Сейчас посмотрим. Смотрите, как красиво, когда трасса идет через лес. Такие двоякие чувства, конечно, когда в снегопад катаешься. С одной стороны красиво, снежок, настоящая зима, а с другой стороны ничего не видно. Ну а с другой стороны мало народу. Видите, я вообще еду один на подъемнике. Погода так себе, и народ не спешит кататься, хотя сегодня вообще воскресенье. Вот такая вот красота, смотрите, да? И вообще в молоке. Я даже не понимаю, куда ехать. Так, вот тут написано «Стой». Ну что, Лен? Идем опять. Вот здесь наверху у нас 2 подъемника. Это Олимпия, который с Розы Хутор идет. И это вот заповедный лес. 2-й подъемник, который идет уже наверх, где можно сделать пересадку на 3-й, подняться на Розу Пик.
Роза Пик — это у нас высота 2327 метров, там сейчас -7, а мы находимся на высоте 1170 метров, и здесь у нас -2. Снега очень много. Вообще очень здорово здесь все так развивается, появляется все больше каких-то прикольных заведений. Курорт живет, и с каждым годом все лучше и лучше становится. У меня были опасения, что после Олимпиады все это начнет деградировать, но нет. Тут открываются новые рестораны, бары, и вообще довольно весело. Ну что, под конец дня распогодилось. Выглянуло солнышко, и просто шикарная погода. Жалко, что подъемники в 4:45 закрываются, и нужно уже потихонечку выбираться. А то не уедешь. Кстати, кто катается на Роза Хуторе, самая крутая трасса — это вот эта вот широкая. Это подъемник Волчья гора, по-моему, называется, или скала, что-то волчье. В общем, если вы стоите наверху, вам нужно направо. Инструктор стоит в среднем 5000 рублей за 2 часа. В 2 раза дешевле, чем во французских Альпах. Здесь есть разные школы, есть просто инструкторы. Ну, лучше брать инструктора в школе, потому что, во-первых, будет проход без очереди на подъемнике, ну и все-таки есть какая-то гарантия качества, что вы платите в школу, которая следит за качеством своих инструкторов. Вот это вот дорога вдоль задних фасадов зданий в Роза Хутор. Здесь такая интересная планировка курорта. Вдоль реки пешеходная зона, и машины там не могут ездить. Машины могут ездить только вот вдоль задних фасадов. Получается, что город практически, вот этот городок, деревенька такая пешеходная, очень по-европейски выглядит. Забавно, сейчас девушка в магазине очень нервно начала возмущаться, что кто-то не закрыл дверь. Ну, такая хабалистая, такая продавщица такая. Неужели мозгов не хватает поставить элементарно доводчик? И не бегать, и не напрягать посетителей, что они должны закрывать дверь, потому что дверь у него у дуры без доводчика. Ну или сказать своему директору. Кстати, в Розе Хутор внизу открыли серф-кофе. Раньше его не было. Какие-то непонятные заборчики. Что это такое вообще? Как думаешь, зачем эти заборы нужны? Потому что российский человек, россиянин настоящий, не видит вокруг себя заборов, он начинает себя некомфортно чувствовать. Ну, нужна вот это как... Нужна такая заборная компрессия со всех сторон. Нет, это не для этого, это для детей. Сжимаются, конечно, кстати. Моднейшая детская площадка. Ну, то, что она моднейшая, это шутка. Она не такая плохая, какой могла бы быть, но и не идеальная. Можно было поинтереснее сделать. Мы, кстати, уже ходим довольно давно по Розе Хутор, и я пытаюсь найти место, куда наклеить стикеры. И здесь никто практически никуда не клеит. Вот здесь вот на стеле какие-то парочки есть, но вообще как-то стикеры никто никуда не клеит. Очень непривычно после Европы, Америки, потому что сейчас такой целый настоящий бум в Европе, в Штатах. Все лепят стикеры, у всех есть какие-то свои стикеры, не обязательно свои. То есть это такая вот происходит трансформация вот этих вот тегов, которые раньше писали баллончиками на стенах. И вот это вот все искусство стало более цивилизованным и выродилось в модные стикеры, которые народ везде клеит. Но вот почему-то у нас как-то, видимо, не пошло еще. Здесь, конечно, есть такие вот удивительные места. То есть почему-то идет понижение набережной и повышение этого бетонного забора. То есть, видимо, когда они строили, у них не хватило ума сделать понижение забора вслед за набережной. Поэтому тут вот, если ты смотришь на реку, ты смотришь как вот из-за решетки. Здесь какие-то вот очень странные места. То есть какая-то такая терраска, на которой почему-то лежит снег. Или мост, который они не чистят, прямо как в Канаде. Проделали такую просто дорожку для пешеходов, все остальное уже не чистят. Обратите внимание, на другой стороне реки сейчас находится паркинг. И я не знаю, насколько ночью здесь хватит светочувствительности этой камерки, но паркинг совершенно имеет такой убогий фасад. Они, конечно, пытались его как-то декорировать, но недостаточно. Я много раз показывал, как, например, в Европе декорируют паркинги, что внешне вообще непонятно, что это парковка, просто украшение улицы. И хотелось бы, чтобы у нас перенимали такой опыт, и было бы что-то интересное. Потому что сейчас, конечно, вот это вот на красивой пешеходной улице огромная парковка смотрится не совсем круто. А вообще, вот мне Роза Хутор действительно очень нравится, как сделали. То есть, если не вглядываться в детали, если не смотреть на качество работ, то выглядит прямо круто, так по-европейски. Нам повезло, что у нас есть теперь такой курорт.
Ну вот, конечно, газовое оборудование можно как-то декорировать, а не делать прямо на главном фасаде. То есть, видите, мы с вами идем просто по пешеходной улице, и тут прямо в лоб вот это вот какой-то шкаф. Все это смотрится мега стрёмно. И еще интересный момент, поскольку все это строили наспех и в попыхах, во многих зданиях были проблемы с эвакуацией. Не было эвакуационных лестниц, торопились, где-то не продумали, где-то экономили, поэтому они приставлены внешне. Такой прямо как в Нью-Йорке раньше вот делали, да, когда экономили деньги и место. Во многих нью-йоркских домах эти лестницы в начале 20 века делались внешними. А у нас вот сделали уже в 21 веке уродливую внешнюю лестницу на таком типа классическом здании отеля «Меркури». И здесь есть потрясающее такое вот казино. Ну, потрясающая шутка. Такой филиал Лас-Вегаса. Видите, все так светится разными огнями. Там есть какие-то машины. И вообще все очень дорого, богато. Что еще нужно для полного счастья? Вот такой вот они отбахали себе дворец. А вот положить нормально плитку они не смогли. Видите, у них тут все потрескано и разваливается. А я напоминаю, что казино у нас в некоторых зонах разрешены, в том числе и вот здесь, в Сочи. И, кстати, в этом году открыли казино еще и в Розе Хутор. Но поскольку я казино не люблю, ничего вам сказать ни за, ни против не могу. Не понимаю людей, которые туда ходят. Я был в Лас-Вегасе. Смотрел, как там все это устроено, как там работает казино, но что-то у меня не зашло вообще. Просто я человек не азартный. И в казино не хожу играть. Но, тем не менее, не имею ничего против того, что кто-то ходит. Как говорится, дурак и деньги должны расстаться. Если человек хочет потерять деньги, он все равно их потеряет. В казино, там, не знаю, где-то там пропьет, потратит какие-то бессмысленные покупки, инвестиции, он все равно деньги потеряет. Поэтому я ничего плохого в казино не вижу. Вот здесь построили огромный отель Marriott, но построили его так себе. Он весь разваливается. Они пытаются как-то латать эти дыры, но, видите, там наверху все это отваливается, штукатурка. Вот. Ну, вообще все вот очень колхозно. С пешеходной инфраструктурой у Марриотта не очень все хорошо. То есть можно встретить от казино такие вот понты. Королевские привилегии. Вот. Кого-то на золотом Мерседесе С-класса везут из казино. Но проблема только в том, что этот золотой Мерседес цвета такой зеленоватый, выглядит немножко стрёмно, но на видео этого не видно. Вот типичный пешеходный переход, да, из ниоткуда в никуда. Лена, скажи, ты умная девочка, что это за пешеходный переход? Почему он ведет из сугроба в сугроб? Пешеходный переход для людей, у которых длинные сапоги. Да. А дальше что? Это какие должны быть длинные сапоги, чтобы дальше? Ну-ка. Кстати, совершенно непонятно, если они здесь запланировали пешеходную зону, зачем они сделали тротуар, зачем они сделали бордюр. То есть понятно, что предполагается, что для некоторых машин здесь есть проезд, например, на погрузку-разгрузку или, может, какие-то спецслужбы. Но вообще никакого проезда здесь нет, здесь пешеходная зона, она планировалась здесь изначально. Но зачем тогда сделали тротуар? Здесь все можно делать было вровень. Которого почти не осталось. Да, но они его не чистят. Они сделали тротуар, чтобы на тротуар скидывать снег. Можно было сделать единое пространство, безбарьерное, и машины спокойно бы в случае необходимости проезжали бы медленно. А здесь вот такие вот препятствия везде. То есть уже с коляской здесь уже не пройдешь. И ты как человек, который учился в Штатах, да? Ты какое-то время жил в Штатах. Да. У тебя, ты можешь сказать, что у тебя какой-то западный менталитет, сознание? То есть, да, наверное. Скажи, пожалуйста, зачем на пешеходной улице тротуары? Вам нужна минута на обсуждение, или вы досрочный ответ даете? Положено. Да, смех такой. Молодец. Вот ливневочка не смогла из-за того, что плитка начала проваливаться, лужи не уходят в ливневку. А это здесь местный дизайн люков. Они везде здесь либо красные с полосой, либо зеленые. Осторожно, Лен, не упади, потому что в Сочи здесь можно легко упасть. Вот такие здесь развлечения. Небольшая ярмарочка. Да, и здесь вот для туристов продают всякое такое китайское барахлишко.
серия из натуральной кожи питона. Это прям золотой питон был? Нет, это крашеная шкура питона. Смотри, Лена. А это питоны сочинские? На Бали, на Нейме. А, все, я понял. То есть это эти индонезийские питоны. Да. Роза Пик. Сегодня отличная погода. Технический склон, друзья, который в Абхазию спускается. Его открыли, по-моему, 2 года назад для катания. Здесь очень круто. Единственное, мало подъемников и большие очереди. Но с утра один раз можно съехать, посмотреть. Ну, здесь очень красивая трасса. Ну и солнышко. Здесь всегда солнце. Кстати, напишите в комментариях, а где вы в России катались, вообще катались ли вы на лыжах. Самое главное, что круче, лыжи или сноуборд. Я вообще не понимаю сноубордистов, кто придумал этот сноуборд. Как можно добровольно привязать свои ноги к доске, потом прыгать на жопе по склону, какие-то неудобные дурацкие крепления, все это затягивать, оттягивать, они так нелепо смотрятся. Зачем нужен сноуборд, когда есть лыжи? Вообще, если вы никогда не были в Сочи, я очень рекомендую, потому что вот именно Роза Хутор. Я был на многих горнолыжных курортах, ну и реально Роза Хутор так курорт мирового уровня. Здесь все здорово, классные трассы, за ними ухаживают, хорошие подъемники, большое разнообразие. То есть если вы едете на несколько дней, можете всегда кататься на разных трассах, и вам не надоест тут кататься, не перекататься. Куча активностей, всякие кафешки, рестораны, клубы, бани на любой вкус, в общем. Да, хотя я сейчас уверен, вы в комментариях напишите, как можно хвалить Розу Хутор, как можно хвалить наши курорты. Ну, вы приедете, посмотрите. Конечно, это не 3 долины. Конечно, это не Франция, это не 3 долины. А самое главное, удобно из Москвы сюда ехать. То есть, летите на самолете, билет на самолет стоит порядка 5000, эконом, если особенно заранее покупать. А иногда по промо там и 3000 я видел туда-обратно из Москвы есть билеты. Здесь снимаете гостиницу, хостел или что угодно. Цены вообще разные, то есть можно за несколько тысяч рублей в день снять. Можно, вот самый крутой отель это Рэдисон, который здесь есть, 5-звездочный. Он стоит 12,5, по-моему, или 12. Так что, если не были в Сочи, рекомендую Роза Хутор, кто любит кататься на лыжах. Я вот каждый год езжу, и мне очень нравится.